Приветствую всех! В этом видео мы посмотрим, как построить незамерзающий колодец на поверхности Земли. Это интересно в первую очередь для холодных биомов, где вода зимой замерзает, а мы хотим по какой-то причине иметь источник воды именно на поверхности, который будет доступен весь год. Вода замерзает, если находится на клетках, которые под открытым небом, либо если над ней находятся искусственные конструкции, пол, стены и прочее. То есть нам надо использовать натуральный пол, и до этого я выбрал участок на склоне. Вот эта клетка по центру меня интересует. Я буду использовать как крышу для колодца. То есть мы колодец строим под ней, и я сразу здесь выкапываю траншею, на которой он будет в дальнейшем установлен. А вокруг я удалю землю, чтобы просто было видно, где он у нас находится. Теперь в этом регионе есть водоносный слой. Мы будем использовать его как источник воды. Нам нужно сделать емкость, в которой вода будет накапливаться, потому что дворфов может быть много, и они будут много ее использовать. Эта емкость будет 3 на 3 клетки. Как мы ее будем копать? Копать будем в виде лестницы, потому что лестница позволяет накапливать воду. Удобно копать, дворфы могут спускаться вниз по каждой клетке. И нам только нужно предусмотреть, чтобы в центре у нас прокапывалась траншея, и под колодцем у нас была вертикальная пустая шахта. Также нам нужен сюда технологический спуск немножко в стороне. Если мы сделаем, допустим, вот в этой клетке спуск вниз, то нижняя центральная клетка вот этой емкости будет зимой замерзать, потому что тут уже не будет пола. Так вот, дворф докопался до водоносного слоя и остановился. Соответственно, по центру нам надо обязательно все прокопать вниз. И будем сначала выкапывать центральную клетку, а потом лестницы вокруг нее делать. Так копать быстрее всего. Копаем, насколько получится. То есть здесь в какой-то момент начнет быстро вода набираться, и дворф просто не сможет продолжить эту работу. На 3 уровня в водоносный слой мы уже закопались. Возможно, получится еще на 1. И он, скорее всего, будет последним. Чем больше, тем быстрее все это дело набираться будет. Лестница еще удобна тем, что вот текущий уровень дворф может выкапывать стоя сверху. И это нам позволит чуть дальше закопаться. Так, и вот это уже точно последний вниз спуск. Здесь уже дворф с трудом копает, но за счет лестницы он отсюда вылезет. Емкость готова. Теперь она будет потихоньку наполняться водой. Что нам надо сделать дальше? На спуск технический поставим крышку люка, чтобы туда никто не спускался. Потому что мало ли. Люк закроем. И теперь на центральную шахту устанавливаем колодец. Для колодца нам потребуется блок, ведро, веревка или цепь и шестеренка.
Дворф начинает строительство. Колодец готов и написано, что он уже функционирует. Что нам нужно сделать дальше? У нас могут быть на карте еще какие-то источники воды, например, вода в пещерах, и мы не хотим, чтобы туда дворфы за ней ходили. Идем в настройки, общие приказы, другие, и здесь выбираем предпоследний снизу пункт: пить воду только из указанных зон. Теперь мы вокруг колодца делаем зону забора воды 3 на 3 клетки. И на этом настройка закончена. Посмотрим, что внизу. Внизу пока воды мало, но колодец уже работает. И, собственно, с точки зрения настройки на этом дело закончено. Теперь нам надо данную конструкцию уже декоративно оформить, чтобы она выглядела как строение, а не как вот этот кусок грунта свисающий. Что мы делаем до этого? По центру над самим колодцем строим стену. Вокруг стены строим рампу. Такая конструкция выглядит как крыша здания. И, в принципе, то, что нужно для поверхности. Вот у нас такого вида получился навес. Теперь нам надо сделать для него опоры, чтобы он визуально на чем-то держался, и поставим под ним 4 столбика. Иначе он может при дальнейших действиях упасть. И теперь, чтобы данный навес выглядел как отдельно стоящее здание, мы можем выкопать вокруг уже него землю. Вниз он не упадет. Так, убираем рампы ненужные. И, собственно, на этом все. У нас получился на вид отдельно стоящий колодец, который находится как будто не под землей, и он будет за счет водоносного слоя набираться на несколько уровней. В нашем случае на 5. Вот уже первый заполнен на 5. И, в общем-то, результат, который мы хотели, получен. На этом все. Спасибо всем за просмотр. И пока.